Найдены новые доказательства наличия двойников у Путина. Александр Лукашенко в интервью одной белорусской газете рассказал о том, что в феврале этого года на переговорах, связанными с ценами на транзит нефти, он встретился лицом к лицу не с самим Владимиром Владимировичем, а с одним из его двойников. По его словам, глаза выдали тайного дублера, который все это время заменял президента России. В последние годы разговоры о том, что истинный Владимир Путин уже давно отошел в мир иной, а его роль на публике выполняют двойники, кажутся все более правдивыми и реальными. Это объясняется тем, что такое положение вещей выгодно, ведь настоящим хозяевам Кремля так легче манипулировать народом. Кроме того, последние политические ходы и действия невольно наталкивают на мысль о том, что либо у Владимира есть какой-то свой план по захвату мира, либо это вовсе не он. Резкая заинтересованность территориями Сирии, Украины и Крыма, в том числе жесткие решения о ведении боевых действий и многое другое ранее не наблюдалось за Владимиром Владимировичем. Уверенность наличия двойников Путина усилилась еще и после того, как он развелся со своей супругой Людмилой после почти 30 лет совместной жизни. Якобы, если бы это была неправда, что Путин давно мертв, то супруги бы и дальше жили вместе. А так Людмила просто не смогла поддерживать отношения с совершенно посторонним и чужим человеком. Говоря о том, настоящий Путин или двойник, стоит провести также анализ фотографий президента в разные годы. Даже визуально становится понятно, что на 3 фотографиях, со школы, со службы у Собчака и в наши дни, один и тот же человек выглядит по-разному, и найти 10 отличий не так уже и сложно. Бытует мнение, что начиная с 2012 года, после того, что Медведев стал президентом Российской Федерации, у него или у истинных властелинов в обороте есть несколько двойников. Чтобы немного убедить вас в этом, давайте проведем детальное фотосравнение двойников Путина. Итак, первый человек – это мужчина с достаточно большой круглой головой и большими тяжелыми руками. Ему даже дали народное прозвище Удмурт. Естественно, делая анализ внешности, становится ясно, что некоторое сходство с настоящим Владимиром он имеет. Этого двойника многие люди считают одним из самых неприятных по внешности и не очень важным, ведь его постоянно используют для выхода на открытую улицу и не очень значимых событий. Некоторые даже шутят, что его не жалеет начальство, ведь если кто-то и убьет, то ничего страшного не будет. На некоторых фото отчетливо видно, что нос у него немного вытянут, у Путина же он прямой, а рост выше, чем у Медведева. Разговаривает он несколько иначе, чем президент, поэтому выступает с речами редко. Кстати, именно этот человек выступал в марте 2012 года после выборов, когда все журналисты обсуждали скупую мужскую слезу Владимира. Второй двойник представляет собой мужчину, около 40-45 лет, который очень схож с настоящим Путиным, даже голос его похож по тембру. Руки достаточно тонкие. Грим, специальное обучение жестам и повадкам дают возможность легко обмануть простых граждан. По этой причине и сейчас его очень часто используют на заседаниях министров, советах и иных важных и ответственных мероприятиях. Главным отличием этого мужчины от настоящего Путина является его возраст, он его сразу выдает, так как грим и маскировка не передают настоящие морщины и жизненный опыт на лице. Хотя и этот факт тоже удачно подстроили к тому, что Путин делал пластику. Вот как все удачно совпало. Также стоит заметить, что от природы у Путина достаточно пухлые губы, что отлично видно на фотографии со школы. Но вот ни на одной из современных фото нюанса не зафиксировано. Также явным доказательством того, что двойники Путина правят Россией, является проведенное совсем недавно исследование различных видеозаписей. Особое внимание хотелось бы уделить голосу, который слишком сильно отличается от привычного для нас говора на записи от 3 марта 2018 года. Здесь слышен тембр человека, который будто бы сидел на гормональных препаратах. Для сравнения также стоит посмотреть видео от 27 марта того же года. Вы сможете услышать кардинальную разницу. Это доказывает, что даже если правит страной Владимир Владимирович, то выступает он перед людьми очень редко. На разных фотографиях можно заметить и то, что родинки и морщины у президента все время меняются и изменяют свое месторасположение. Таким образом становится понятно, что фактов доказательства наличия двойников множество. Среди главных стоит выделить следующие. 1. Первое. Совершенная непохожесть молодого Владимира Путина с нынешним правителем на фотографиях и видеозаписях. 2. Второе.
Примерно с 2012 года Путин постоянно видоизменялся, то становился похожим на удмурта с характерными узкими глазами и пухлыми щечками, то голова и руки вдруг становились больше, чем обычно, то он внезапно начинал молодеть. Третье. Изменение голоса. Особенно заметно это на последних видеозаписях от марта 2018 года. 4. Четвертое. Изменение мест расположения родинок и морщин. 5. Пятое. Изменение роста, волос на голове и так далее. Конечно, это все можно объяснить при желании, хорошими пластическими операциями, вводом ботокса, тяжелой умственной деятельностью. Но разрешая вопрос о том, правда это все или миф, просто невозможно все оправдать. Необходимо заметить, что ранее некоторыми источниками сообщалось, что в пресерьезном или неизлечимом заболевании правителя России Владимира Путина его будет некоторое время заменять двойник. В ситуации, когда президент скончается, смена власти осуществлена в соответствии с конституционным порядком. Узнать о том, жив ли Путин на самом деле, в 2019 году практически нереально еще и потому, что властями было засекречено на 50 лет вперед очень много информации из прошлого и настоящего. Решать, конечно же, только вам, верить в истинность личности действующего правителя или нет. Однако беспрекословно верить в это нельзя. Друзья, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал, мы стараемся ради вас.